Кот Пантелеймон жил со своими хозяевами в деревне и много времени проводил на улице. Несмотря на то, что в еде ему никогда не отказывали, пушистый хищник предпочитал добывать пропитание самостоятельно. Охотился в ближайшем лесу. У жителей деревни котяра с боевым характером пользовался уважением. Он даже отгонял лис, которые то и дело покушались на местных кур. В очередной раз отправившись за добычей, охотник пробирался сквозь сугробы. Его почти не было видно, но торчащий трубой хвост выдавал хищника. В итоге мелкие птички, сидевшие на ветвях в ожидании солнышка, быстро разоблачили кота и разлетелись. Зайдя вглубь леса, кот увидел темный комок в снегу. Сначала подумал, что это его конкурент ворон не пережил суровую зиму. Но тот сидел на дереве, сверлил взглядом беззащитный комок и готовился к нападению. Пантелеймон быстро среагировал и отогнал пернатого. Это оказалось проще простого. Спасенным комочком оказался лохматый щенок. Он радостно рванул навстречу Пантелеймону. Но охотнику было не до игр, он развернулся и гордо отправился по своим делам. Стоило ему сделать несколько шагов, как новый знакомый жалобно заскулил, будто говоря: «Не бросай меня тут одного. Я не знаю, куда мне идти». Кот было хотел проигнорировать просьбу о помощи, но голос совести заглушить не удалось. «Ладно, сиди здесь», – промурчал Пантелеймон. «Сейчас я поймаю крота, а потом за тобой вернусь». Щенок послушно кивнул, ведь больше ему надеяться было ни на кого. То ли от холода, то ли от стресса малыш задремал. Проснулся малыш от прикосновения пушистой лапы. Пантелеймон окинул щенка взглядом, вид у него был действительно жалкий. «Хватит дрожать. А ну-ка пошевели лапами, теперь хвостом. Все двигается. Пошли за мной, ступай прямо по следам, иначе заблудишься». Котяра уверенно шел по снегу. Дорогу домой он хорошо знал. Следом по протоптанной дорожке семенил пушистый комочек, который надеялся, что его ведут в тепло. Вскоре они оказались в хлеву. Пантелеймон взглядом указал щенку на сено, мол, ложись, а я пойду за хозяйкой. Хозяева Пантелеймона, люди добрые, в прошлом году подобрали, отогрели и приютили его самого. В хлев охотник вернулся уже в компании хозяйки. В руках она держала миску куриного бульона. Нашел себе товарища. Улыбнулась женщина, увидев гостя. В ответ Пантелеймон боднул щенка и облизал ему ухо. Хозяйка сразу поняла, что питомец сам привел это мохнатое чудо. Возражать, а уж тем более прогонять гостя, женщина не стала. Она лишь стояла и смотрела, как животные вдвоем едят из одной миски. Вот такая добрая история про знакомство и дружбу матерого кота и пока еще совсем маленького щенка.